Здрасте, с вами Даня Крастер, и добро пожаловать в новую эпоху. Мне кажется, мы уже вступили в нее. В эпоху, когда искусственный интеллект правит бал. Искусственный интеллект сделал то, искусственный интеллект сделал все. Только и слышишь новости во всех сферах, типа в каждой бочке затычка. В принципе, искусственный интеллект очень неплохо ищет информацию и может ответить на всякие научные штуки, которые уже были написаны людьми. Есть такой материал, называется Starlight. Его изобрел один чувак, не раскрывал секрет и умер. Сейчас рецепт знает его жена, но держится все это тоже в строжайшей секретности. То есть не надо переживать о том, что он потерян. Мы даже показывали один из таких вариантов в одном из выпусков «Эксперименты» с Даней Крастером. Но давайте посмотрим, какой же дичи нам подписал ChatGPT в запросе «огнестойкий» или «огнеупорный материал». Итак, рецепт номер 1. Огнестойкой смесью, известной также как драконья плева, является необычный эксперимент, использующий простые ингредиенты. Она создает огнестойкую пленку на поверхности объектов. Однако, хотя это интересное явление, стоит заметить, что оно может быть опасным. Не рекомендуем экспериментировать, бла-бла-бла-бла-бла. Рецепт огнестойкой смеси на основе муки и крахмала. Мы же знаем, что Starlight создан из ингредиентов, которые можно найти на кухне. Важно не только количество ингредиентов, и их тип, но и очередность смешивания. И именно поэтому получить его достаточно непросто. Возьмите 100 мл воды и добавьте 2 столовых ложки крахмала. Насыпали и размешиваем. В отдельной миске добавьте 100 мл воды и 2 столовых ложки муки. Медленно соединяем обе смеси, перемешивая, пока они не образуют густую пасту. Если паста слишком густая, добавьте немного воды до достижения желаемой консистенции. Огнестойкую смесь можно использовать для покрытия различных материалов, однако не забывайте о мерах безопасности. Это нахуй, и безопасность сегодня не про нас. И вот этим составом покрываем алюминиевый квадратик. И оставляем это дерьмо сушиться. Переходим ко второму составу. Вот что нам еще раз написал ChatGPT. Огнеупорная смесь с использованием муки может использоваться для некоторых домашних проектов, таких как изготовление керамической печи или топки для костра. Важно отметить, что такая смесь не будет обладать свойствами, аналогичными профессиональным огнеупорным материалам. Вот базовый рецепт огнеупорной смеси с использованием муки. 6 частей песка, 2 части глины, 1 часть муки, обычная пшеничная мука, и вода. В большой емкости смешайте песок и глину для однородности. Чем? Конечно же, ложкой. У нас же кухонные ингредиенты сегодня. Теперь добавляем муку и еще раз перемешиваем. Так написано в рецепте, я не ебу, почему сразу нельзя было все смешать. Что-то не очень мне нравится песком дышать. А теперь постепенно добавляйте воду и перемешивайте до получения смеси, похожей на густое тесто. Важно, чтобы смесь была достаточно влажной, чтобы легко формовать формы, но не слишком мокрой, чтобы течь. Переходим к следующему рецепту. Пример рецепта аналогичному составу Starlight. Это когда я уже спрашивал у него: ChatGPT, а подскажи мне рецепт аналогичный составу Starlight. Итак, ингредиенты: 40% цемента, 20% гипса древесного или строительного, 20% баратного стекла, мы его сейчас получим, 10% каолина, это глина, используемая в керамике, и 10% перлита, вулканического стекла, используемого в строительстве. Итак, для начала, пожалуй, давайте подготовим стекло. Баратное стекло, на самом деле, в порошке найти та еще проблема, поэтому мы, недолго думая, заказали баратное стекло в виде чашки. Берем стакан и аккуратно. Я бы это говно заизолировал, чтобы им вообще не дышать ни хера. Ну, переходим к помолу. Летучий рак легких, заебись. И пересыпаем в стакашечку. Стекло, глина, перлит 20 грамм и перлит 30 грамм. Гипс 20%, цемент 40%. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте до получения однородной смеси. Консистенция должна быть схожа с густой кашей. Наносим кашицу. Достаточно густая каша получилась, правильно? Отлично. Переходим к следующему рецепту.
Следующий рецепт у чата GPT я постарался спросить так, чтобы он выдал мне вспенивающийся материал, потому что Starlight именно так и работает. Когда вы начинаете сжечь горелкой или еще каким-то открытым огнем, углерод, находящийся там, образует углеродную пену, которая обладает офигенными теплоизоляционными свойствами. Итак, для приготовления огнеупорного состава из муки, при воздействии на который огнем углерод вспенивается, понадобятся следующие ингредиенты. 1 часть муки, 1 часть песка, 1 часть порошка алюминия, это у нас алюминиевая пудра, 1 часть порошка гидроксида натрия. И не ебите мне голову, что пудра отличается от порошка. 1 часть гидроксида кальция, это у нас получается известь гашеная. И 1/2 части, полчасти порошка карбоната кальция, это уже мел. В большой емкости смешайте все порошковые ингредиенты: муку, песок, порошок алюминия, гидроксид натрия, кальция. Ты чё дымишь? Нихуя себе, как бы не полыхнуло сейчас. Алюминий с гидроксидом натрия. Спасибо, блядь, GPT. Ой, ебать, нагрелась? Пиздец. Бля, базар, она же вспенивается. Ну в чем-то чат GPT не наебал. Бля, очень интересно на самом деле. То есть где-то чат GPT взял, что вспенивающим свойством обладает гидроксид натрия, то есть щелочь с алюминием, замешанная в состав. По большому счету это как уксус с лимонной кислотой, то, что вы добавляете в тесто. Смесь весьма и весьма интересная на самом деле. Что у нас здесь в остатке остается? Алюминий с натрием, с гидроксидом натрия реагирует, остается гидроксид кальция, карбонат кальция и песок. Если эта херня не упадет, ну в плане не сдуется, это будет достаточно вспененная легкая структура. И посмотрим, как она справится с теплоизоляцией. Это прикольно. Возможно, здесь воды надо добавлять такое количество, чтобы прореагировал весь натрий вся щелочь с алюминием. Потому что мы знаем, что алюминий — это очень теплопроводная херня, и там, где должно защищать от огня, оно не будет защищать от огня. Но вот это интересно. Причем здесь в рецепте так и написано, что продолжайте мешать состав до получения однородной консистенции. Оставьте смесь на 30 минут, чтобы дать порошкам достаточно времени для смешивания. При необходимости добавьте чуть-чуть воды, чтобы значительно увеличить вязкость смеси. То есть, когда мы добавляем воды, она должна, по идее, оседать, когда уже все прореагировало. Вылейте готовый огнеупорный состав в нужный контейнер или форму и дайте ему высохнуть до полного затвердевания. Готовый огнеупорный состав готов к использованию. При прогревании он будет выделять газ, смешиваясь с кислородом из воздуха, создаст угольную вспененную структуру, делающую состав огнеупорным. Это интересно. Нам придется дождаться, вот эти последние 3 состава стопудово надо будет завтра еще доснимать, когда они застынут. Состав номер 5. Огнестойкий состав из крахмала может быть создан из следующих ингредиентов. Крахмал 2 столовые ложки, борная кислота 2 столовые ложки, алюминиевая пудра 2 столовые ложки, вода 1 стакан. Алюминий. Сразу плесну воды, чтобы он не пылил. Дальше у нас идет крахмал и борная кислота. А вы представьте потенциал вообще нахождения каких-то новых рецептов с помощью чат GPT. Он же бесконечно может генерить вам составы. Притом, если добавить какую-то физическую модель, то есть не только прикрутить к нему текстовое понимание, что он базарит, а прикрутить реальную физику взаимодействия элементов, вплоть до атомов и так далее. Это же пиздец просто будет. Поставьте кастрюлю с массой на плиту и включите средний огонь. Периодически помешивайте смесь до тех пор, пока она начнет затвердевать и превращаться в густую пасту. Блять, Т-1000, нахуй. Терминатор из жидкого металла. Хер его знает что. Но мне кажется, мы только что изобрели термопасту вместо огнестойкого состава. И переходим к следующему, 6-му рецепту. Нужно для него 1 стакан муки, четверть стакана цемента, четверть стакана извести. Какой, непонятно, гашеный, не гашеный. Четверть стакана песка, четверть стакана крошки керамической плитки, именно крошки. Четверть стакана тертого асбеста и 2 столовые ложки жидкого стекла. И вода. Смешайте муку, цемент, известь, песок, керамическую крошку и асбест в большой миске.
И нам останется добавить 2 столовые ложки жидкого стекла к этому. Но я так подозреваю, что если мы их туда всыпем, они среагируют, сразу скомкаются нахуй. Поэтому я предлагаю размешать их в воде. А затем добавлять воду постепенно, постоянно перемешивая до получения консистенции, напоминающей густую сметану. Готовый смесь можно использовать для замазки печей, каминов, барбекю и других печных конструкций. Но я, сука, не это просил. Состав огнеупорный, выдерживает высокие температуры до 1000 градусов. После нанесения оставить на 24 часа для полного высыхания и крепости. Окей, не похож он, конечно, на Starlight, но, возможно, для печной кладки и покатит. Оставляем высыхать. Прошли сутки, и я только-только говорил о том, что ChatGPT выдирает какую-то информацию, не думая, вставляет ее, составляет рецепты, ну, типа как публицист, короче, а не технарь. И только вчера вышла новость, что прикрутили Wolfram Alpha. Это база знаний, которой теперь ChatGPT, сука, может пользоваться, где есть математика, физика, химия, материаловедение и куча, блядь, чего еще. Вот это уже интересно. А мы тем временем переходим к нашим образцам и давайте же будем пробовать. Как я хочу это делать? Чтобы замеры у нас были относительно точные и в целом относительные, мы будем мерить относительно чистого куска алюминия, который нагревает горелка за определенное количество времени, расположенное точно так же, как и на всех остальных образцах. Давайте-ка соберем сетапчик и посмотрим. Значит, есть у нас контрольный образец, это чистый алюминий, я прилепил назад к нему термопару с вот таким вот индикатором, греть будем мат горелкой на минимальном газе. В видосе, который делал Nighthawk Light, он ебашил прям горелкой, и все у него было замечательно. Какие-то составы он там тестил, они у него не прогорали. Мы же делаем сейчас испытания составов, которые вот с бухты-барахты нам приплела нейросеть. У нас есть таблица, которая показывает зависимость температуры от времени. И, соответственно, мы сейчас и будем проверять, что кого. Ученый HR. Назад. Ну да, конечно же, таймер еще нужен. Куда же без таймера? Ну что, я еще термопару воткнул. Она у нас до 300 градусов, по-моему, или до 400 показывает. Но в любом случае, если у нас превысит отметку примерно 80, вот это до 100 или до 110 показывает. Соответственно, держать рукой эту штуку уже нельзя. А у нас расчет именно на какой-то хотя бы аналог Starlight, который не будет передавать температуру. Соответственно, 30, 60, 90, 120 секунд мы будем все это дело смотреть. По 50 градусов, наверное, сделаю. Первый контрольный образец. Погнали. 43, 46, 50, 54, 60. Ну, короче, алюминий держать через 15 секунд уже становится невыносимо. Через 30 секунд он разогревается до 192 градусов. Через 60 секунд 345 градусов. Ой-ой-ой-ой. Все, у нас начала плавиться изоляция его одной из термопар. Ну, примерно у нас вот такая вот картина, короче, какая-то происходит. Рук, само собой, здесь не подержишь. Поэтому мы берем следующий образец. Ну, этот я могу перевернуть. Он не осыпается. Вообще все вот это вот сделано ради того, что некоторые составы осыпаются. Чтобы я так их перевернул вверх ногами и сжег бы горелкой. Вот это и классно, и было бы все удобно. И пирометром бы мерили, но нет. И у нас погнал первый образец. 89, 100, 106, 125, 130. Бля, он даже быстрее нагревается. 170. И за первые 30 секунд он нагрелся до 240. И за 60 секунд разогревается до 372. Ну, примерно та же самая история. Мне все понятно. Этот состав дерьма вообще не защищает, как и следовало тому ожидать. Он очень тонкий и, сука, ну, вы помните, он был дико водянистый. Образец номер 2. Какая-то печная, блядь, песчаная замазка. Итак, я вижу, что он начинает чернеть. Да, кстати, всякие результаты бэкстейджа и прочих всяких вкусностей найдете в телеграм-канале Злой Крастер. Прямо сейчас откройте телегу
и наберите «Злой Крастер». Там очень много всего. Итак, за первые 30 секунд он справляется определенно лучше, чем контрольный. 66 градусов. Это уже интереснее. Он, конечно же, за счет своей массы, песка и прочего говна спасает. Разогревается не так сильно. 87 градусов за 67 секунд. Третьи 30 секунд. 112 градусов. Само собой, рукой через первые 60 секунд держать уже невозможно. А он должен выдерживать, я не знаю, воздействие минут 5. 140 градусов у нас есть. Это почти вот здесь. 30 секунд прошло, 172 градуса. 200 градусов. Больше мучить не будем, потому что 200 градусов это уже предел. Короче, этот материал замедлил нагревание, но все равно руку держать под ним я бы вообще ни в коем случае не стал. Третий образец отправляется в освояси, и давайте тестить. А у нас с алюминием был? Не вспыхнет ли? Да вроде не должно. Первые 30 секунд 40 градусов. Вот тут аж. Меньше всех начал. 60 секунд 70 градусов. У нас, конечно, еще разное количество состава. Но в любом случае, хотя бы что-то похожее на Starlight мы будем попробовать получить. 83 градуса он уже не справился с задачей Starlight, потому что рукой держать это уже нельзя. 92 градуса. Ну, кстати, нагревается достаточно медленно. Возможно, типа какую-нибудь обкладку муфельной печи или горна можно из этого сделать. Прошло еще 30 секунд, 117 градусов. 180 секунд, 2,5 минуты. 162 градуса. Ну, чисто линейно увеличивается. Мне с этим все понятно. Он, короче, идет по такой вот кривой, потом будет что-нибудь типа так, или где-нибудь дальше, вот здесь вот она будет вот так затухать. Критическая отметка идет, наверное, в районе 50, где-то вот так вот, и пока они все со нулей сделали. Четвертый образец. Вот этот состав самый интересный, потому что ChatGPT где-то взял вспенивающий состав для пеногазобетона. Потому что щелочь, натриевый OH мы сюда добавляли, и алюминий. И при добавлении воды вся вот эта вот кальциевая масса начинает вспениваться. Но сделал он это совершенно бездумно, и мы сейчас смотрим. 30 секунд прошло, у нас 30 градусов. Повторяет результаты предыдущего. Да, конечно, не очень ровное нанесение, составы растрескались от того, что влага из них вышла. Это вообще не похоже на Starlight с первого взгляда. Температура, тем не менее, 35 градусов через 60 секунд. Вот это уже интересно. И, что самое главное, он начинает выгорать, оставляя пористую углеродную структуру, которая, возможно, дальше не пускает тепло. Еще 30 секунд прошло, 42 градуса. Хо-хо-хо! То есть какие-то свойства с помощью рецептов от ChatGPT получить можно. При том, что первые три у нас были написаны с помощью ChatGPT 3, а вот эти три, оставшиеся последние, с помощью ChatGPT 4. 50 градусов. Через 2 минуты у нас достигнута точка. Хотя, в принципе, 50 градусов еще можно рукой держать. Я думаю, ее надо увеличить градусов до 60. Еще 30 секунд прошло. 60 градусов всего-навсего, на секундочку. 60 секунд, 66 градусов. Очень и очень вяло растет. Это почти победа. Еще 30 секунд прошло, 72 градуса. Очень медленно растет. И, возможно, алюминий нагревается и распространяется тепло за счет того, что он не со всех сторон защищен этим материалом. 83 градуса, и он дальше не нагревается. 83,5. Проходит еще 60 секунд. 83,9. Она начинает затухать. Ну вот, и, кстати, посмотри. Типа, он начал выгорать. То есть, вон, углеродная типа пена. Здесь кальциевая зола какая-то. Скорее всего, получилась известь негашеная. То есть, оксид кальция какой-нибудь белый. Мы вроде как знаем, что он белый. Вот, и в целом... Ну-ка, а если немного раскрошить? Да, он даже до конца, короче, не прогорел. Это я заберу, пожалуй, для анализа. Если его доработать с какими-то пластификаторами, возможно, ну, короче, какие-то присадки к нему точно нужны. Но в целом
в целом для чего-нибудь он может пригодиться. Я уверен, что подобное и используется где-нибудь. Вот этот состав мы сейчас будем испробовать. У нас получилась алюминиевая какая-то паста. Я очень сомневаюсь в том, что алюминий у нас хорошо защищает от открытого пламени, поэтому маска сварщика здесь не помешает. 50 градусов за первые 15 секунд. Во! Начал гореть алюминий. 77 градусов. 122 градуса. Ну он уже обосрался, еще пару точек и хватит. 180 градусов. 240 градусов. Не вспыхнул и слава яйцам на самом деле. По воне. О, нихуя себе. Пахнет сжженным сахаром с молоком. Ну-ка. Хуй вам. Он обосрался, но справился типа примерно на треть лучше, чем контрольные образцы. Ну что ж, и последний, шестой у нас сегодня состав. И жмыхнуло. Уже вижу, что он чернеет, как пицца. Это, кстати, довольно интересно. Мне кажется, ChatGPT меня неправильно понял. Состав должен был не как номер 4 изначально вспениваться, а вспениваться при воздействии огнем. А задачки я ему разные задавал. 30 секунд, 33 градуса, 34. Состав отрывается от алюминиевой подложки. Его косоебит. 60 секунд прошло. 56 градусов. Ну, кстати, 87 градусов. Пока идет чуть лучше, чем третий. Еще 30 секунд, и у нас осталось на 90 градусах. 92 градуса. Все, он перестал нагреваться. Типа градус за 30 секунд это вообще ничто. Короче, он оторвался от подложки у нас, поэтому следующие измерения, я считаю, не совсем корректно. Где-то вот и типа вот так он и пойдет. В итоге начал он примерно как третий. Будем считать, что с учетом погрешности это вообще одна и та же информация. Ну, короче, как вы можете заметить, с контрольным образцом у нас совпал только первый состав, который состоит в основном из воды, которая испарилась, остались какие-то там крупинки муки с крахмалом. Прикольное исследование на самом деле получилось. Мы поняли, что состав номер 4 у нас справляется лучше всего. И с ним, в принципе, можно работать для каких-то там целей. Но я узнал прикольную вещь, что в газо- и пенобетоне действительно используется щелочь и алюминий для того, чтобы все это дело вспенивалось. Там, конечно, много еще других условий, но тем не менее ChatGPT это откуда-то выдрал. Составы аналогичному Starlight у нас сегодня не получились, и на данный момент ChatGPT обосрался. Но он же не может придумать типа новый состав какой-то, который нет в инете, потому что ему вся информация скормлена. И не стоит недооценивать эту технологию и быть скептиками типа: да бля, это типа поисковик херовый, он все неправильно отвечает и вообще говно. Потому что перспективы этой технологии, вообще нейросетей, невъебенны. И мы на пороге действительно чего-то такого, что изменит нашу жизнь реально кардинально. За ближайшие 100 лет технологическое пространство будет взорвано, я просто уверен, во всех смыслах. Во-первых, появится куча новых технологий, каких-то материалов, новых строений кристаллических решеток, которые мы будем использовать. Материалов с абсолютно новыми свойствами, которые доселе не были известны. Одна органическая химия. Вот только представьте, вы можете поменять либо строение атомов, либо просто убрать один там из 16 и получить совершенно другое вещество. Всем спасибо за просмотр. С вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. До скорого. Я не прощаюсь. Че бы еще сжечь? Может, попросим у него состав конфет каких-нибудь разработки? Конфеты со стеклом. Такого уже нет еще, да? Кайф. Да, определенно стоит.